Конец вечеринки. Как хорошо смотрелась надпись «Галактика свой бар». Да, корабль был очень побитый. А откуда у капитана Парсета деньги на старый, но добротный лайнер? Правильно, даже железка с гостевым танцевальным полом на 300 среднеразмерных разумных особей досталась ему случайно. Бывший владелец увлекался покупками в кредит и скинул до минимума цены на хлам, чтобы купить какие-то уникальные растения. Везунчик Парсет как раз оказался рядом. Мелкий ремонт закончили за год, называние оформили по всем реестрам, менеджеры зазывали любителей необычных развлечений по 6 галактикам и даже набрали на первый рейс с приключениями почти четверть от минимума пассажиров. Топливо, программа и приключения уже окупались. Начало окрыляло владельца, ведь многие конкуренты собирали столько же на 3-й год работы. Бой за каждого клиента означал максимум улыбок. Обещания, костюмы, приключения ради повышения популярности и горы напитков и фруктов. Да, денег не хватило на то, чтобы залатать все дыры в переборках пассажирских коридоров. Зато опытный дизайнер Мелист, шамкая старыми губами, удачно расписал своим давним поклонникам-журналистам возвращение моды на древности и оригинальный контраст с арендованными костюмами, изюминку развлечений. Прежний владелец так увлекался растениями и животными, что оставил на посудине пару десятков машин для бионики. Фирменное старое рабочее оборудование, еще с тех времен, когда такие же использовали и на гражданах, если приходилось подправить внешность или подлечить. Мелист придумал удивительные костюмы, которые можно было менять хоть через 2 часа тем, кто готов для этого еще 3 часа просидеть в барокамере без еды и напитков. Современные преобразователи структуры работали минут 15, но заметные метаморфозы стоили половину цены билета на круиз, столько же за снятие протезного костюма. А тут комбинезон «Звездный туман» мог выпить вместе с владельцем и полчаса после этого поддерживать вполне человечную беседу. Воротник «Дикий пиранский зверь», если почесать его за ухом, притягивал к владельцу 2 собеседников гипнозом и приятным мурлыканьем. А галстук «Домашний мамутский пес» внимательно следил, чтобы он не портил настроение окружающим. Одну одежную мастерскую тайно поставили вместо двери в пустую дырявую каюту, предвкушая забавные сюрпризы для самых любопытных в начале полета. Большинство гостей корабля «Галактика свой бар» казались довольными. Если вы любите фантастику о галактических развлечениях, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, напишите в комментариях, какие игры вы считаете самыми интересными. Расскажите друзьям о канале, помогите с продвижением в соцсетях. Залы, украшенные для праздника, постепенно наполнялись. Сюда стекались обитатели всех концов вселенной, торговцы из созвездия Девы с маленькими металлическими роботами на плече, крохотные паризанины, удивительно худые обитатели цивилизации Арктура, жители пещер со зрачком на весь глаз. У каждой расы было свое любимое оружие, но они обязаны были оставить его, поднимаясь на палубу мирного корабля. Пассажиров развлекали 3 тамады и 3 аниматора. Они виртуозно модернизировали шероховатости плохой организации в шутливые конкурсы. Когда подбирали по галактике последних пассажиров, обещали собравшимся, что встречи у разных звезд были частью приключения и увлекали играми и конкурсами, говоря на межгалактическом, но переходя на акценты разных пассажиров корабля. Поиск якобы потерянной карты заставил кучку гостей даже навестить капитана на мостике, но их быстро увел тактичный помощник. Сюрприз нашли под маленьким тортом, который попробовала красавица Тата с планеты Арван. О Тата, похитительница сердец. Как только видеокамеры показали ее очаровательный подвиг в трансляции, капитану поступило сообщение о десятке новых купленных на этот рейс билетах. Почти невероятная рекламная удача первого рейса. Оставалось только забрать пассажиров. Аниматоры затеяли игру в лабиринты, чтобы кульминацией ее стал момент входа на корабль новых гостей. Да, это было шоу. Под прямой эфир трансляции о Тате и прекрасном круизе в ретро-стиле. Сотни планет на связи. Знатоки увеселительных путешествий считали, что везунчикам-новичкам карьера и процветающий бизнес такая удачная реклама обеспечила навека. Старый добрый корабль «Галактика свой бар». Но почему же команда ошиблась в расчетах и вынырнула из-под пространства у совершенно другой планеты? 10 пассажиров ждали у звезды Салона Цие, на 3-й планете. Звездолет подошел к Солнцу и Земле.
Хорошо еще, что около опустившейся ночью на планету шлюпки оказалось как раз 10 человек. Не возьми их сразу же на борт разумная машина, репутация новичков в деле развлекательных круизов была бы безнадежно испорчена. Как это приехать не в то место? Скандал, безобразие и черный список. А бортовой компьютер умел не подводить тех, кто в любой момент может отправить его на переплавку. Инопланетный бортовой компьютер даст фору в 3000 лет любой земной сверхмашине. Даже если он с самого старого лайнера, как у капитана Парсета. Именно поэтому он схватил 10 человек, за секунды подобрал для них успокоительное и расслабляющее. Они всего лишь почувствовали легкий укол. Искусственный интеллект дал знать аниматорам по тайной связи, что новички вольются в коллектив только после специальной обработки и нужно отвлечь внимание остальных от этой кампании. Шоу в прямом эфире не покажут ошибки. 10 особей ждали, 10 взяли. Теперь можно сообщить миру, что билеты приобрели еще столько же и лететь за теми, кто оплатил проезд. Немного расходов на случайных никому неизвестных землян или инопланетян, которые там случайно оказались. Зато потом можно будет напоить и выкинуть их домой, не потеряв репутацию. Довольный решением капитан одобрил разумную машину, велел продолжать самостоятельно. И переключился на полет. Если вы любите фантастику, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, напишите в комментариях, какие темы вы хотите для будущих рассказов. Помогите с продвижением в соцсетях, расскажите друзьям о нем. На Земле редко бывает, что 8 полицейских отправляют задерживать всего 2 хулиганов. Ночные аресты там не редкость, но впервые в истории планеты так столкнулись люди, не знавшие о существовании разумной жизни вне Земли, и инопланетяне, покорившие пространство и время. Если каждый из них беспокоился или ощутил приступ злости, компьютер замечал и увеличивал дозу влияния, пока они не переставали придавать значение тому, что испортит прочим гостям праздничное приключение. А малоизвестной и вовсе не влиятельной цивилизации, по мнению машины, может быть и следовало измениться под влиянием прогрессивных. Джон Тайнер последние 3 месяца хотел только спать. Предпенсионные 70 лет он заканчивал работником участковой полиции. Брать преступников посылали молодых, а он чаще писал бумаги или по велению начальства преследовал лишь тех, которые умело удирали. Нынешнее удачное задержание должно было пройти гладко. Оно добавило бы ему немного мелочи к обеспечению заслуженного отдыха. 4 брата Фарта числились в полиции только для того, чтобы было через кого обтяпывать мелкие темные делишки. Смущенно улыбался Маки Трюстер. Долгое время он отмывал деньги шефа полиции на окраине Нью-Питтсбурга, где их и взяли бороздить просторы вселенной. Он единственный хорошо понял, куда и зачем попал. Но очень жалел, что робот-охранник блокировал ему криминальную жилку ума, которая отвечала за возможное будущее мошенничество. Вокруг много шансов, голова понимает, но не может придумать, как ими воспользоваться. Про себя он проклял инопланетян с их прогрессом несколько раз. Не только Трестеру в этот раз одели наручники в кабинете лидера оппозиционной партии. Маки оказался там по договоренности с полицией, чтобы дать показания и списать потом многие ее шалости на председателя либерально-гуманистической мирной партии Сала Саммита и его помощника Калана Пруста, 2 других чудом попавших на инопланетную вечеринку вместо тюрьмы. Мирная партия за что-то выступала, но была так мала, что о ней почти не знали, даже из сотни регулярно выходящих каналов в соцсетях. Избиратели не интересовались, сколько-нибудь значимых перспектив не было, правоохранители тайно и тщательно проверяли. Ими и были последние 2, начальник полицейского участка Питер Байкен и его заместитель Джо Мёд. Они надеялись на поощрение в социальном рейтинге или даже повышение, для этого и спланировали операцию. Машина безостановочно зондировала случайных пассажиров. Голоса их стали немного металлическими и очень медленными. Но все же их было очень трудно принять за привычных миллиардной аудитории прямого эфира обитателей отдаленной неизвестной всем планеты. Но неглупый компьютер вычислил многомерную решетку статистической вероятности проявления интереса к землянам и понял, что пора превращать их в более привычные цивилизованным мирам формы. То есть, накачать стимуляторами, немного подавить волю и реакции, а потом отправить в знаменитый бионический генератор. Пусть выглядят подобающе и заодно приобретут хоть немного сходства с остальными. Конечно, сохраняя индивидуальность и личностные ориентиры.
За годы, предшествующие пленению землян, там было немало кризисов. Только этим и можно объяснить странные характеры и намерения безучастно сидящих в тамбуре под надзором робота-охранника. Они не решались бежать и возмущаться. На несколько часов застряли у бионического портного модельера. Джон Тайнер вышел на карнавал в костюме, состоящем из одеял, подушек и матрасов. В любой момент он мог повалиться на бок и сладко уснуть, ведь машина подправила его одряхлевшее тело, и бывший старик наслаждался здоровым отдыхом молодого мускулистого парня. Братьям Фартон сняли возраст ровно настолько, чтобы их предложения смотрелись бы подростковыми шалостями. Из всей компании только Маки Трестеру возраст увеличили до 5000 лет. Так машине легче было умерить его желание провернуть хитроумное дельце блокировкой, но оправдать почти полную внешнюю скованность, без которой хотя бы одна извилина мозга сумела бы устроить что-то несовместимое с безопасностью корабля и пассажиров. Полицейский стал выше самого высокого гостя на 3 головы, его заместитель на 2, оба получили форму с гигантскими карманами и значками за отличную службу. Красавица Тата с планеты Арван была добра, но избалована, и она не могла успокоиться. Хотела лично познакомиться с новыми пассажирами, которых так поразила ее красота, что они захотели присоединиться. Тата не без удивления обнаружила, что братья Фарты милы, но слишком немужественны для нее. Джона Тайнера она поцеловала перед сном, в который бортовой компьютер с трудом вогнал его под магическим действием ее обаяния. Маки сделал все, чтобы подмигнуть ей, хлопнуть ниже спины и оставить в ладони хотя бы горсть бриллиантов, но упал от немощи. Хохотали все, он от воздействия электронного поводка. Оппозиционеров бортовой компьютер сделал юными, мрачными, с тяжелым шагом и совсем не симпатичными. Блокировка их сознания оказалась невероятно трудной. Тата задавала вопросы, прислушивалась к ответам и через час была в полном восторге от обоих. Как прекрасно, как модно смотрелись бы такие люди около богатой и интересной женщины, частенько желающей только пообщаться. Они вместе ходили, разыскивая по кораблю спрятанные сюрпризы именно по требованию красавицы. Поступили и тревожные новости. Небольшая часть зрителей не поверила, что последние билеты были проданы на шоу. Затеяли пари. Уже всем было интересно узнать подробности. Взяли случайно из дикого мира. К ним применяли силу. Они уверены, что хотели участвовать в шоу. Значит, рано или поздно придется предъявить доказательства, чтобы не потерять клиентов. Компьютер разогревался, ища решение. Решение кристаллизовалось, меняя настройки бионических модельеров. Удивительно, что даже без давления каждый землянин не захотел вернуться домой. Никто толком не узнал, как бортовому компьютеру удалось пробиться в дальние миры и заключить договор с местными машинными планетарными проверками контроля качества государственной работы. За минуты он внушил каждому его биографию, видимую в окна Вселенной. Прототипы отыскать трудно. Поэтому роботы были очень довольны тем, что живые существа получили биографии пропавших из-под надзора полиции преступников. Именно таких, которые всю оставшуюся жизнь должны будут оставаться под надзором. 8 из них сидели в тюрьме за мелкие нарушения, злоупотребление служебным положением полицейского и мошенничество. А бывшие оппозиционеры стали беглецами от преследователей, получившими минимальную помощь от государства. Конечно же, под тайным надзором. Оружие никому из таких граждан иметь не разрешалось. Слежка была мягкой, но постоянной. Поэтому компания порядочных граждан никогда не боялась, если такие окажутся рядом. Просто удивительно, насколько быстро без вмешательства капитана и прочих людей машинный мозг сумел придумать биографию, совершенно невозможную для каждого на Земле. Но вот она, бионическая машина старого поколения. Она не задавала вопросов и не ставила в известность службы цивилизованных миров о том, что приходится делать. Вуаля! И каждый одел свою новую судьбу, как очередной уже не маскарадный, но необходимый для жизни костюм. В меру скрывающий недостатки и в меру влияющий на будущее отношения. Если вы считаете решение машины о биографиях новых инопланетян непредсказуемым, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, напишите в комментариях, какие темы вы предпочитаете для будущих рассказов. Помогите с продвижением в соцсетях, расскажите о канале друзьям.